За окном кабинета накрапывал серый мартовский дождь вперемешку со снегом. Виктор смотрел, как на подземный паркинг заползает серебристый купе. Его старший сын Артем снова опаздывал на встречу. Экран телефона на столе загорелся. Кристина прислала фото чека из бутика на $3500 с припиской, что бухгалтерия обязана списать это на представительские расходы. Виктор до боли потер переносицу. 56 лет. 30 из них он рвал жилы, вылезая из нищеты, чтобы у его детей было все. И он добился своего. Теперь старшие дети искренне верили, что доллары появляются на кредитках сами по себе, из воздуха. И только 10-летний Денис, его поздний ребенок, казалось, смотрел на мир иначе. В пятницу Виктор передал дела заместителю, сославшись на давление. А в понедельник в 6 утра уже стоял на заднем дворе элитного жилого комплекса, где снимали квартиры его старшие дети. Управляющий, бледный от ужаса при виде владельца компании в старой куртке и рабочем подшлемнике, молча выдал ему лом и лопату. Первые 3 дня превратились в ад. Офисная спина не прощала 8 часов махания лопатой на морозе. Возвращаясь вечером в снятую на окраине однушку, Виктор по 10 минут не мог снять промокшие ботинки. Поясницу сводило так, что темнело в глазах. Но страшнее физической боли оказалось другое. Надев оранжевый жилет, он перестал существовать. Люди смотрели сквозь него. Во вторник утром из подъезда вывалился Артем. Он был бледным, нервно курил и орал на кого-то по телефону, судорожно пытаясь оттереть салфеткой белое пятно от реагента на замшевом ботинке. Виктор в этот момент скалывал лед у ступеней. «Да я сказал им перевести эти $10 000!» – кричал Артем в трубку, проходя мимо. Кусок льда отлетел ему под ноги. «Слышь, аккуратнее двигай лопатой!» – раздраженно бросил сын, даже не повернув головы, и помчался к машине. Он не узнал отца. Не потому, что лицо Виктора закрывал воротник. Просто Артем был слишком поглощен своими проблемами. А человек в оранжевом жилете в его картине мира был просто функцией, дворником. С Кристиной вышло еще проще. Она вылетала со двора на своем кроссовере. Из открытых окон долбили тяжелые басы. Она резко вывернула руль, обдав Виктора ледяной слякотью из-под колес. Кристина не хотела сделать ему назло. Она просто его не заметила, строча сообщение за рулем. В воскресенье повалил тяжелый мокрый снег. Виктор убирал упавшие ветки у детской площадки, когда из-за угла показался младший, Денис, возвращавшийся от репетитора. Мальчик остановился, всмотрелся. В его глазах мелькнул испуг. Он подошел ближе, глядя на разбитые в мелких ссадинах руки Виктора. «Пап!» – голос Дениса дрогнул. «Папа, что случилось? Нас ограбили? Мы теперь бедные?» Виктор замер, стараясь дышать ровно. «Нет, Даня, просто помогаю тут. Иди домой». Денис растерянно потоптался на месте, шмыгнул носом и убежал. Через 20 минут он вернулся. Без слов, с какой-то детской неловкостью, сунул отцу в руки маленький металлический термос и старые лыжные перчатки. «На, а то холодно!» – буркнул он и бросился к подъезду. Виктор прижал горячий термос к груди. Чай внутри слегка плескался, потому что у него дрожали руки. В воскресенье вечером Артем и Кристина приехали в загородный дом, уверенные, что отец вернулся с отдыха и сейчас оплатит их счета. Виктор сидел на кухне в старом свитере. «О, приехал!» Артем сбросил куртку и швырнул ключи от машины на стол. «Слушай, в моем дворе вообще какой-то мрак. Дворники ни черта не чистят, одна грязь. Я там управляющему разнос устрою». Виктор молча достал из кармана задубевшие грязные рабочие рукавицы и бросил их на столешницу, прямо поверх ключей Артема. «Не надо разнос», – тихо сказал он. «Это я у твоего подъезда чистил. Во вторник». В кухне повисла тяжелая тишина. Кристина нервно хохотнула, оторвавшись от смартфона. «Пап, ты что, перегрелся там?» «Какая лопата?» «Обычная», – Виктор посмотрел ей в глаза. «Ты меня вчера кашей из снега обдала. А ты, Тёма, попросил лопатой аккуратнее махать. Вы не узнали меня. Я для вас пустое место. Как и эти деньги, которые вы тратите. Я сам думал, что если буду откупаться от вас $1000, то стану хорошим отцом. Это моя вина». Лицо Артема пошло красными пятнами. Защитная реакция сработала мгновенно. «А кто нас такими сделал?» – огрызнулся сын.
Мы тебя дома вообще видели? Ты же только карты нам пополнял. А теперь что, спектакли с переодеваниями устраиваешь, чтобы нас мордой в грязь ткнуть? Ты прав. Голос Виктора прозвучал пугающе ровно. Я вас купил. И я же эту лавочку закрываю. Карты заблокированы. Обе. Долларовые и рублевые счета тоже. Кристина вскочила, телефон с глухим стуком упал на ковер. Ты с ума сошел? У меня завтра платеж по кредиту за машину. Мне жить не на что. Продашь машину. Виктор тяжело поднялся из-за стола, чувствуя, как снова стреляет в пояснице. Дальше сами. Никаких должностей в моей компании. Никаких пособий. Я устал. Он встретился взглядом с Денисом, который испуганно жался на краю дивана. Виктор коротко, ободряюще кивнул младшему сыну и вышел из кухни, оставив старших детей в звенящей тишине осознания того, что их прежняя жизнь закончилась навсегда.